Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. На краю Земли, там, где тундра встречается со свинцовым небом Северного Ледовитого океана, время течет иначе. В поселке Северный Предел жизнь подчинена ветрам. Если ветер стихает, люди выходят на улицу, если завывает, прячутся в домах, слушая, как снежная крупа сечет обшивку. В ту зиму морозы ударили рано. К середине ноября земля промерзла так, что, казалось, даже звук шагов по ней звенит, как по металлу. Именно тогда у единственного в поселке Сельпо появился он, рыжий комок шерсти на тонких, дрожащих лапах. Старый Николай, смотритель маяка, чье лицо за десятилетия службы превратилось в карту из морщин и соленых брызг, стоял на крыльце магазина, прикуривая трубку. Он привык к местным псам, огромным густошерстным лайкам, которые спали прямо на снегу и могли перегрызть горло волку. Но этот щенок был другим. Хрупкий, помесь невесть кого с кем, он выглядел здесь случайным гостем, ошибкой природы. Николай увидел, как из дверей вышел покупатель и бросил щенку кусок черствого хлеба. «Ешь, малец», — буркнул мужчина. «Вишь, ребра-то светятся». Щенок не набросился на еду. Он осторожно, почти бережно взял горбушку в зубы. Его лапы разъезжались на обледенелом крыльце, хвост был поджат, но в глазах, мутных, янтарных, светилась странная решимость. Вместо того, чтобы проглотить хлеб в теплом тамбуре, он развернулся и, пошатываясь, побрел прочь от поселка, прямо в белую мглу тундры. «Куда ж ты, дурной?» — прошептал Николай, провожая его взглядом. «Там же только смерть гуляет». На следующий день картина повторилась. В 10 утра, когда скудное полярное солнце едва окрашивало горизонт в грязно-розовый цвет, щенок снова стоял у порога. Ему дали обрезки колбасы. Он снова взял их и упрямо потащил в сторону старых заброшенных складов, находившихся в паре километров от жилья. В этот раз свидетелей было больше. Мария, молодая фельдшер, приехавшая на север за романтикой и уже трижды пожалевшая об этом, присела перед ним на корточки. «Маленький, иди сюда. У меня в медпункте тепло, я тебе молока дам. Замерзнешь ведь». Она попыталась схватить его за шкирку, но щенок, проявив неожиданную ловкость, увернулся. Он зарычал. Тонко, жалко, но предупреждающе. И, не выпуская добычу, скрылся за пеленой поземки. «Глупая скотина», — бросил Сергей, местный механик, чинивший в это время вездеход неподалеку. Он вытер мазутные руки ветошью. Одичал, видать, или прячет где-то нычку. Собаки, они как люди, Маша, каждый сам за себя. Подохнет он в тундре, вот и весь сказ. Не трать нервы. Но Николая это не отпускало. Он видел тысячи собак, но ни одна не уносила еду, когда сама едва держалась на ногах от голода. Это не был инстинкт накопления. Это было похоже на служение. К вечеру 3-го дня барометр в каморке Николая упал так резко, будто его толкнули в пропасть. Это означало только одно — черная пурга. Так здесь называли метель, при которой не видно собственной вытянутой руки, а ветер сбивает с ног взрослого мужчину. Николай стоял у окна маяка. Огромный фонарь вращался, разрезая мглу мощным лучом, но свет вяз в плотном снеге. Старик думал о рыжем щенке. В такой мороз, -40 с ветром, кровь застывает в жилах за считанные минуты.
Он не дойдет, билась мысль в голове смотрителя. С его-то весом. Его просто унесет, как сухой лист. Николай не выдержал. Он надел тяжелый тулуп, взял мощный фонарь и спустился вниз. У подножия маяка он встретил Марию. Она стояла, кутаясь в пуховик, и тревожно всматривалась в сторону складов. «Николай Петрович, он же там!» — крикнула она, стараясь перекрыть вой ветра. «Я видела, как он уходил час назад. Он не вернулся». «Знаю, дочка. Иду искать. Я с вами». Из гаража вышел Сергей. Он собирался закрывать ворота, но, увидев двоих безумцев, собравшихся в тундру в такую погоду, сплюнул. «Вы что, смерти ищете? Из-за шавки паршивой? Это не просто шавка, Сережа», — сурово ответил Николай. «Пойдем с нами. Твой буран сейчас единственное, что может нас вытащить, если застрянем». Сергей долго молчал, глядя на то, как Мария дрожит от холода, но не уходит. Что-то в его ледяном сердце, привыкшем к суровому одиночеству, дрогнуло. «Черт с вами. Садитесь в сани. Но если заметет, бросаем все и назад. Жизнь человека дороже». Вездеход ревел, пробиваясь сквозь снежные заносы. Видимость была нулевой, Николай ориентировался только по памяти и внутреннему компасу. Они кружили около часа, пока луч прожектора не выхватил из темноты очертания старого дощатого сарая, наполовину ушедшего под снег. Когда-то здесь хранили соль для рыбозавода. «Там!» — закричала Мария. Они выскочили из кабины. Ветер тут же попытался опрокинуть их. С трудом преодолев последние метры, они навалились на тяжелую дверь сарая. Внутри было тише, но холод стоял такой же мертвенный, как снаружи. Николай поднял фонарь. В углу, на куче старой мешковины, лежала крупная овчарка. Ее шерсть была покрыта инеем, глаза закрыты. Она не шевелилась. Вокруг ее остывшего тела копошились два крошечных щенка, пытавшихся найти тепло там, где его больше не было. Они были живы только потому, что мать до последнего вздоха прикрывала их своим телом, отдавая последние капли энергии. А рядом, прижавшись к ее застывшему носу, сидел тот самый рыжий щенок. Он был совершенно обессилен. Его бока тяжело вздымались, на мордочке застыли ледяные корки от дыхания. Перед мордой мертвой матери лежал аккуратный, почти нетронутый кусок хлеба. Тот самый, что он принес сегодня. И рядом еще несколько обрезков, собранных за прошлые дни. Он не ел их, он приносил их ей. Он верил, что если принесет достаточно еды, она проснется. Он грел ее своим маленьким телом, пытаясь вернуть жизнь той, что дала жизнь ему. Боже мой! Маша закрыла рот рукой, и на ее глаза мгновенно навернулись слезы, которые тут же превратились в ледяные бусинки. Сергей стоял неподвижно. Его грубое лицо, казавшееся каменным, вдруг исказилось. Он медленно снял рукавицу и коснулся головы рыжего щенка. Тот даже не вздрогнул. У него не осталось сил даже на страх. Он только тихо, почти неслышно скулил, глядя на людей с какой-то невыносимой человеческой мольбой. «Он не бросил ее», — хрипло произнес Сергей. «Мы тут в поселке из-за лишнего литра соляры друг другу глотки режем. А он...» Николай подошел ближе и осторожно поднял рыжего. Тот был легким, как пушинка. «Она умерла еще вчера», — тихо сказал старик, осмотрев собаку. А он все равно носил. До последнего. Прошло 2 года. Поселок Северный Предел мало изменился внешне,
но что-то важное в нем стало иным. Мария так и не уехала на материк. Она открыла небольшую ветеринарную станцию при медпункте и теперь лечила не только людей, но и местное зверье. Она поняла, что здесь, в этом суровом краю, она нужнее всего. Сергей больше не хмурился при встрече с соседями. Теперь его всегда видели в компании огромного, статного рыжего пса с умными янтарными глазами. Пес, которого назвали Рыжим, стал легендой поселка. Он не просто сопровождал Сергея, он чувствовал приближение бури за несколько часов и не раз спасал рыбаков, выводя их к домам в густом тумане. Николай Петрович часто сидит на заваленке, когда выдаются тихие вечера. К нему приходят молодые рабочие, приезжие специалисты, и он рассказывает им историю о великом маленьком сердце. «Видите ли, — говорит он, раскуривая свою вечную трубку, — мы привыкли считать себя венцом творения. Думаем, что только человек способен на высокие чувства. Но правда в том, что любовь и преданность не имеют размеров и видов. Тот щенок не знал законов физики или биологии. Он не знал, что смерть необратима. Он просто любил, и эта любовь оказалась сильнее арктического холода. Рыжий, лежащий у ног Сергея, в такие моменты поднимает голову и смотрит в сторону тундры. Там среди снегов стоит одинокий сарай, который теперь никто не смеет разбирать на дрова. Это место стало своего рода памятником не смерти, а верности, которая греет этот мир лучше любого маяка. Ведь пока в ком-то живет такая преданность, даже самая долгая полярная ночь не кажется такой уж темной.